Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И данный вход, как всегда, пишется на смартфон. Это Samsung A32. Сильно портить картинку я не стал. Почему? Потому что примеров съемки этого аппарата в ролике будет более чем достаточно. Я специально не стал надевать очки, чтобы вы видели, до какой степени он нехорошо по моим меркам снимает с самого начала. Что я могу сказать о данном аппарате? В первую очередь я хочу сказать, что мне дизайн его зашел. Мне в принципе Samsung нравится то, что они сделали здесь. Это особенно приятно. Это нестандартно. Это делай раз. Делай два, в первую очередь, его цена. Если брать ее акционной, и если вы еще сотрудник Samsung, вполне возможно, он вам зайдет как-нибудь. Но помним, супер позорный процессор с технологией из разряда «У меня смарт за $120 в 2021 году». Но он не $120. И не забываем, на канале розыгрыш 5 Mi Band 6 серии ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Apple Watch зелененькие 7 серии тоже разыгрываются. Обязательно расскажу, скорее всего, о всех смартфонах из линейки Samsung, включая даже новенькие, которые появятся 4 числа. Так что смотрим канал. Сделаю топ Samsung, покупаю их исключительно на лютых сейлах, теряю на перепродаже 1002 и рассказываю о них вам. Я не хейтю данные аппараты, я просто считаю, что они делают деньги на вас и на мне, потому что у них кроме имени нет, если честно, ничего. Очень хорошая оболочка, внешка прямо супер. Топят за них все продавцы всех магазинов, потому что с них, еще раз повторяю, максимальная маржа, больше, чем с яблока. То есть человек вам продает, получает больше денег. И это не удивительно, что для всех, кроме пользователей, это дело является хорошим вариантом. Не забываем, что у Samsung просто топовые флагманы. Я считаю, что FE-шка хороший телефон. Я считаю, что 21S и 21S Ultra тоже суперские смартфоны. По поводу остальных можете посмотреть на моем канале. Но 1080p 30 FPS в смартфоне за эти деньги, убейте меня нежно. Смотрим. Так как я резать нельзя, это делай раз, делай два. Не забываем, что на канале сейчас разыгрывается 7-е Apple Watch зелененькие, новые. Я очень надеюсь, что вы будете участвовать. Разыгрываться это все дело будет 30 числа. И плюс, помимо этого, разыгрываются стандартно 5 Mi Band 6 серии. Есть еще филовские наушники, которые тоже разыгрываются. Опять же, все смотрим в описании. Зачем я купил вообще Samsung A32? Разумеется, чтобы рассказывать побольше о Samsung. Почему? Потому что они оверпрайс. И я хочу, чтобы мои подписчики примерно понимали, до какой степени вот это вот дело, в том числе как и M52, которое было на обзоре, и A22, и A12, вне зависимости от того, купили ли это по лютой распродаже вы или нет, оверпрайс. К чему я хотел еще это сказать? К тому, что, допустим, вчера я не успел купить в Москве Samsung FE20. Смотрим, что я пломбы снимаю, они живые, по 23 тысячи рублей. Это было очень круто, это было весело, наверное, человек 100 успело купить. За эти деньги FE20 это просто мечта любого, даже моя. Не успел купить, хотя я постоянно мониторю скидки, не думаю, что многие успели. Кстати, A22 за 12,5 свободно ушел. Так же, как продал я Motorola S20 Pro, как многие говорили, ты не продашь в тот же день, через час после того, как выложил. И я тоже был неправ, я думал, Motorola после обзора я продать не смогу. Такие телефоны, да, я не оставляю. Всякие Poco, да, оставляю. S21, у меня самсунговский на руках, мой родной. И скоро будет супер новый телефон от Samsung 4 числа, я думаю, вы знаете какой. Смотрим, что мне нравится. Мне нравится, что блок камер выпирает довольно нестандартно. Мне нравится внешка, это очень странно. Но огромный подбородок. Мир, труд, моя жвачка покемона. Не нравится мне, когда вот таким образом фронталка расположена, то есть она вытекает из рамки. Помимо ценообразования, разумеется, то, что здесь нет инфракрасного порта, хотя это бюджетник, в бюджетнике обычно их запихивают. Если брать, опять же, Samsung не по оверпрайсу и во время распродаж, по большому счету при продаже на том же Авито, если они тебе не зашли, если ты покупаешь на Тмоле, очень сильно ты не проигрываешь. Но тот же Realme, какой-нибудь GT Neo 2, который в начале продаж стоил 21, сейчас хорошо, если вы купите его за 24 на Тмоле, на Али, в России стоит будет, наверное, космос. Уже, может быть, Realme GT Neo 2 продается, но точно больше 30-ки. Даже у серых продавцов, наверное, 1028. Вот таким образом, если вы кому-то что-то подарите, он будет сидеть и сколупывать вот эту пленку. В руке ощущается неплохо, скользкий, нет защитной пленки, это приличный фейл, потому что это лоу-кост. Нет чехла, разумеется, у них нет денег на чехлы, но есть разъем под мини-джек. Type-C, ура!
Зарядка максимально убогая. Почему? Потому что она всего на 15 ватт максимум. Я купил, кстати, самсунговскую зарядку, получается, на 45 ватт за 1700 рублей с Тмола. Вот она заряжает более-менее бодрые смартфоны, неплохо у них. Ладно, рекламу прочитаем. Разумеется, экран 6,4 дюйма, не огромный. Камера основная на 64 мегапикселя и аккумулятор на 5000 мАч. То есть все эти спеки, мало того, что допотопные, они еще супер лоукостовые, хотя аппарат не самый дешевый. Краткое руководство на английском, гарантийные талоны, разумеется, скрепка максимально дешевая для того, чтобы сэкономить. Ну хорошо, сэкономили. Смотрим, что у нас там по салазкам, прорезинены, не прорезинены, есть ли у нас возможность запихивать SD-карту. Есть, не прорезинены, даже имитировать защиту от влаги они не стали. Ну и хорошо, пока он будет включаться, и мы посмотрим, с каким зарядом он ко мне пришел, мы сможем проверить вес аппарата. Девайс меньше 200 граммов или нет? Меньше, 182 грамма, молодец. Размеры, разумеется, 158 миллиметров в высоту, 73 миллиметра в ширину, и он не толстый. 8,3 миллиметра. Здесь у нас 9,6 мм. К слову, если вам интересен топ телефонов Samsung, напишите, я постараюсь его сделать. У меня 10 штук, их наберется, наверное, в начале января как раз. FE20 покупать не буду, почему вы узнаете как раз 4-го, я думаю, вы уже догадались. А S21 Samsung скидывали на этой неделе за 43, все, кто покупал, как и я, по 60, ну, расстраиваетесь. Разумеется, еще раз повторяю, что FE-шки по 23, остальное не смотрел, я знаю, что S21 Ultra они продавали за 77. И это неплохо. И это не Али, но, опять же, не все успели купить. Возможно, это дело еще каким-то образом работает, но пока неизвестно. 62% брал я, еще раз повторяюсь, на Тмоле. Синий цвет, 128 гигабайт внутри. Все остальное вы увидите, разумеется, в ролике. Первое впечатление... Ну, 1014 я бы за него легко отдал. То есть мне он нравится. Хотя мне что-то подсказывает, что я его не за 14 купил. Смотрим. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам очередной раз о смартфоне Samsung Galaxy A32. Самсунгов было много, еще много будет. Обо всех постараюсь рассказать. Производитель на выбор предоставляет 3 цвета. Черный, голубой и фиолетовый. Выглядит смарт неплохо. С тыльной части нет платформы для камер, что выделяет данный смартфон на фоне остальных, так как сейчас их подавляющее большинство. Задняя крышка и рамки изготовлены из материала, похожего на пластик, и вряд ли это что-то другое. Мелкие повреждения появляются на корпусе быстро, крышка маркая, но телефон из рук не выскальзывает за счет своих габаритов. На корпусе расположена кнопка питания, качель регулировки громкости, разумеется, разъем для зарядки USB Type-C 2.0, и напомню, что даже во флагманах очень многие это запихивают. Вспоминаем OnePlus 9RT. 2 микрофона, разъем на 3,5 мм под проводные наушники, основной динамик и звучание здесь моно, к сожалению, несмотря на стоимость. Разговорный динамик, слот на 2 сим-карты плюс microSD. Летим дальше. Смарт оснащен дисплеем на 6,4 дюйма Super AMOLED с разрешением 1080 на 2400 точек. Плотность пикселей составляет 411 ppi, что очень даже круто. Защищен он стеклом Gorilla Glass 5 версии. На солнце все видно отлично, цвета насыщенные и яркие. И единственное, из-за чего приходится вглядываться в экран, это разводы от пальцев, так как если олеофобное покрытие есть, то оно здесь очень плохое, я бы сказал, только для мебели, номинальное, для названия. Я его не нашел, в общем. Автояркость работает плавно и быстро, частота обновления экрана 90 Гц, притом она вроде даже отрисовывает. Фризы во время использования имеются, иногда можно непроизвольно видеть отдельные кадры. Шим у самсунгов, как всегда, на высоте, на 100% яркости 28, на 50 28, на минимальной 79, на нуле 17. Под разными углами тон картинки не темнит, но отдает теплым оттенком. Always on дисплей на борту, мультитач берет все 10 пальцев, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатка пальца, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатка пальца работает заторможенно, ложных срабатываний 1 к 6 по моим тестам. У вас может быть все намного лучше. Добавить несколько раз отпечаток одного и того же пальца можно. Вот такая вот у нас забота о безопасности. Распознавание камерой работает быстрее и шустрее, чем до этого в моделях подешевле у Samsung. Внести биометрические данные можно исключительно одного лица, и это быстрее, чем пальцы. Подбородок внизу экрана есть, и вы сами видите, что он не самый
самый миниатюрный в соотношении с рамками, но и не огромный. Летим дальше. На борту 8-ядерный процессор MediaTek Helio G80 с техпроцессом максимально древним 12 нанометров. Максимальная тактовая частота 2 ГГц, графический процессор стандартный старенький Mali G52 MC2, интерфейс YUI 3.1 на основе Android 11. Google сервисы доступны, разумеется, из коробки. Клавиатура в целом удобная, оперативная память LPDDR4X доступна только 4 гигабайта. Внутренняя память позорная eMMC 5.1 и на выбор 64 128. Медленная она, и расширить ее, как я уже сказал, можно при помощи карточки microSD до 1 терабайта. Приложение на фоне держит отлично, но телефон не вывозит работу без лагов и торможений лично у меня, притом даже при загрузках чего-либо. Из беспроводной сети есть поддержка двухполосного Wi-Fi, 4G, Bluetooth версии 5.0 предпоследний. Мобильную связь ловит хорошо, бенды 7 и 20 имеются. NFC поддерживается, Samsung Pay из коробки. Помним, что с Samsung судится и, возможно, это дело слетит. Об этом я говорю редко, потому что на меня сразу нападают, но все возможно под луной. Вспоминаем Huawei. И Google Pay на данный момент встает. Срабатывает NFC без нареканий, датчик приближения работает хорошо, динамик для разговора хороший, есть достаточный запас громкости. Вибромоторчик мощный, можно выбрать только тип вибро и тактильную отдачу при нажатии. Из навигации GPS GLONASS, Beidou, Galileo. GPS-тест проходит с точностью 1 метр, емкость аккумулятора 5000 мАч, PC-марки, внимание, он выдал 8 часов 5 минут и осталось 20%, но тест я проводил не с 100% заряда, а с 82, то есть, проще говоря, 62% хватило на 8 часов 5 минут работы смарта. При этом яркость была максимальная и 90 Гц, то есть свободно он 10 часов вам выдает легко при работе. Заряжается с нуля до сотки от родного адаптера питания лично у меня почти за 2,5 часа. Беспроводной зарядки здесь нет, зарядка максимально долгая. Есть поддержка быстрой зарядки до 15 Вт, это смешно, правда? За час игры в Genshin Impact улетает 32% при 90 Гц максимальной яркости и минимальных настройках графики. С нагрузками смартфон в целом справляется плохо, лично по мне в Genshin Impact даже на минимальных настройках графики играть некомфортно, невозможно и печально. Все сопровождается фризами, но яркость не понижает, хотя и греется, хоть и не сильно, но ощутимо. Теперь по тестам. Тротлинг тест прошел неплохо. 79 гипсов минимально, максимум 99 и в среднем 85, хотя слегка смешно. 100 головок 30 минут. В бенчмарке в сингл-коре позорные 363, в мультикоре 1280. В Antutu 200 тысяч попугаев. Вспоминаем старенькие Poco, совсем старые, года 2 им. Ну ладно. Что для него вполне нормально, это же Samsung, мы же не смотрим на цифры, правильно? В целом очень слабо. В Storage-тесте показал 13 тысяч, в 3D-марке выдал Wildlife 674, Wildlife Extreme 173, Wildlife Stress Test 687, Wildlife Extreme Stress Test 174, Slingshot Extreme 1323, Slingshot 1669. На холодную стресс-тест прошел, и результаты вы видите на экране. Основной блок камер с тыльной части состоит из 4 модулей, основная камера на 64 мегапикселя, сверхширокоугольная на 8 с углом обзора в 123 градуса, макро на 5 и датчик глубины на 5 мегапикселей. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 30 fps, фронталка на 20 мегапикселей расположена в верхней части экрана по центру. Она габаритно выглядит, но только из-за сделанной вокруг нее шторки. Имеет она максимальное разрешение для съемки, такое же позорное 1080p 30 fps. Я имею в виду по стоимости позорное разрешение, потому что то, что они предлагают, ну это ни в какие ворота. Это смарт за 7000. Примеры работы вы сейчас увидите у камеры. Ох уж этот всеми любимый Samsung. Это Samsung A32, один из их линейки A12. А22 у меня уже были на обзоре, благополучным образом и тот, и другой на Авито продал. Это к вопросу, что 16% населения России одобряют данный бренд. Почему и от чего? Наверное, потому что его идеально пичат в магазинах. Я еще раз повторяю. С другой стороны, что, учитывая вот то, что я вижу, без роллинг-шаттера, с довольно неплохой картинкой именно позади даже, и меня самого. Меня, в принципе, устраивает. То есть, если это все дело смотреть на телефоне, если забыть о том, что стаба здесь вообще практически никакого, я сейчас иду, снимаю с одной руки, попытаюсь с двух снимать. Более чем достойно. Опять же, если вы покупаете все это дело на Тмоле с какими-то там купонами, промокодами, еще тучу монет тратите. Я даже цену не буду оглашать, потому что каждый раз, когда ее оглашаю, вспоминаю, что я брал это все дело на распродаже, и меня она все равно не устроила, как, допустим, у того же смарта М52, который по мне должен стоить вообще 15, я его купил там за 20 с копейками, на меня напали: что ты хочешь от телефона за 20 тысяч? Ну, как минимум того же, что может Poco F3 или Motorola с S20 Pro с 3 восьмерками за 23 тысячи также, которую я брал. Еще много чего. Но к чему это все? Это все лирика. Сейчас еще идет
Возможно. Распродажа, если не идет, то 7 января опять на Али будет сейл. Может быть, какие-нибудь другие площадки еще посмотрю. Но в целом фронталка у этого дела днем работает неплохо. Несмотря на разрешение, не будем смотреть на него. Чуть-чуть сглаживает. Я не знаю, что за дела. У Motorola такая же беда была. И у Samsung, кстати, нового, который еще вы пока не видели, та же беда, он украшает. То есть отрубить полностью вот это вот свойство улучшения картинки. То есть я выгляжу значительно хуже, чем он вам показывает. Просто старше, больше морщин, больше прыщей. Но вот так они хотят, чтобы вы себя видели и радовались. И говорили: вау, какая камера. А камера не вау, просто там все сглаживает. Немного стандартного теста при изменении освещения. Захожу в подземный переход под станцией метро Девяткина в области Мурина. Ну, видите, как он снимает. Тряска, конечно, лютая, с двух рук. Вот так. Ну, не худший вариант для 1080p 30 fps. Хотя цвета он ого-го как искажает. Шапка, если что, максимально зеленая. Как говорится, смеркалось. Шучу, ничего не смеркалось пока. Немного меньше света, чем если бы это было 12 часов дня. Но пасмурность в Ленинградской области, как вы знаете, преобладает. Поэтому стараться поймать какой-то хороший день, чтобы показать, как хорошо камера основная работает, никак. Вот так примерно она отрабатывает у А32. Зачем и кому эта модель? Кому? Ритейлу российскому, чтобы маржа была большая, чтобы все зарабатывали, чтобы все радовались. Вот. Разрешение такое же печальное, Full HD, 30 FPS, как и у фронтальной камеры. К сожалению, в основной даже 60 FPS не завезли. И для меня, допустим, это тайна, покрытая мраком. Но она не особо покрыта, потому что, опять же, с 200 тысяч попугаев процессор, скажем так, просто помирает на этой модели, не говоря уже о более дешевых моделях от Samsung. Соответственно, обрабатывать какое-то большее разрешение у него просто не хватает никаких способностей. Надеяться, что они сюда не то что 4К, а 1080p 60 FPS завезут. Ну, если завезут, будет удивительно. Особо это картины не поменяет. Это такой же лоу-кост, как, не знаю, Poco M3. Ну, наверное, да. Наверное, Poco M3 даже какими-то местами лучше. Если говорить про Poco M4 Pro, то эта штука за 13 тысяч, которая сейчас на Тмоле торгуется, ну, она просто разорвет этот девайс по всему. По спекам, по материалам, по быстродействию. В общем, не знаю я, как и кто покупает. Точнее, я знаю, кто и как покупает такие девайсы, но я им не завидую. Это все от того, что лень обзоры посмотреть, не знаю, лень самому почитать. Я не говорю о попытке купить где-то там, опять же, на Тмоле, но в том же магазине поюзать все девайсы, которые перед вами лежат, сложности никакой не составляет. И те же Realme 8i, допустим, или еще какие-то мастодонты, которые по сравнению с этим телефоном просто боги. В технике тоже надо разбираться. Никуда от нее, к сожалению, не денешься. Но это, опять же, мое субъективное мнение. Видите, почти 4 часа дня. К слову, съемка на ширик тоже возможна, но она здесь максимально посредственна, о ней даже говорить не хочу. Много о птичках, о нашем любимом автофокусе. Если мы берем и проверяем, как работает автофокус на 1080p 30 fps, я бы не сказал, что молниеносно. Не сказал бы, что плохо, но для 1080p 30 fps как-то картинка плавает слегка при автофокусе. Ну, не самый плохой вариант, который я видел. Но не в таком разрешении. В этом разрешении, конечно, все работает быстрее, плавнее. Представим, что здесь 4К. Окей, для 4К очень даже неплохо, учитывая стоимость аппарата. Мурина, час ночи, и это тест фронтальной камеры Samsung A32. Это все еще Sony, все еще польза нет. И да, я уже сбрил бороду, буду снова отращивать. Но Новый год надо как-то меняться. Особо не про это рассказ. Рассказ про то, что если вы обратите внимание, роллинг шаттера у камеры нет. Если вы обратите внимание, освещенность просто лютая. И сказать, что welcome, все будет хорошо по той причине, что темно. И камеру мы сможем проверить? Нет, не сможем. А почему? Потому что свет отражается от снега. И, к сожалению, по мне сейчас светлее, чем днем. Я думаю, это вы прекрасно заметили, потому что днем было пасмурно. И, в общем, была печаль. А сейчас много-много света искусственного.
По этой причине фронталка кажется, что работает даже лучше. Я специально снял шапку для того, чтобы увидели, как хорошо все-таки прорисованы, несмотря на низкое разрешение, волосы. Если вы смотрите это дело на маленьком экране, вполне возможно, вам это дело зашло. Раньше можно было, не снимая шапку по бороде, определить, а сейчас, к сожалению, нет. Вот, по основной камере сейчас все увидите. Никаких особых претензий у меня нет к аппарату, кроме цены. Ну, как всегда. Но если бы она была 1012, 12, край 15, то норм. Опять же, да, все, кто расписывают про то, что ну и покупай свои там китайские аппараты, Realme, Poco и все остальное, да, если купите Poco, вполне возможно, через полгода он начнет глючить. А вот если купите Realme, нет. Ну, по моему user experience и по, опять же, отзывам и форумам, посмотрите. Те же Realme 8, допустим, 8 Pro, сколько они живут. А стоят они дешевле чаще, чем это дело. Но там надо, да, там надо довериться чутью и попытаться посмотреть обзоры. Кратко, вот так примерно будет работать фронталка. Неплохо. Сейчас проверим еще, кстати, автофокус основной вечерком. Смотрим. Снова Full HD, снова это наша великолепная любимая гайка. И, кстати, вы заметите, как быстро работает автофокус. В этот момент я сразу вспоминаю бедную Motorola S20 Pro с очуменным камнем внутри. Вообще с, можно сказать, великолепной начинкой и ужасным автофокусом. Что у нас по увеличению максимум, кстати, к слову, мыло-мыльное X10. Ну, печаль, драма, печаль. Если с двух рук снимать, посмотрим, как стаб справляется, если пробежаться. Если я не навернусь, и 34, я думаю, что вас, если не затошнило, то как минимум затрясло. Понятно, все стандартно достаточно для данной ценовой категории. В целом, вот так все будет снимать. Нехорошо. Чуть-чуть. Минусы: нет беспроводной зарядки, что неудивительно, за эти деньги. Обыденное использование сопровождается фризами, все максимально долго, мучительно и неприятно. Нет АК-порта, кнопки у меня люфтят, корпус весьма маркий, отпечатки пальцев срабатывают не всегда с первого раза. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Я покупал в районе $200, сейчас они торгуют 270. Нужно ловить купоны, нужно ловить ссылки, но по мне лучше смотреть в какие-нибудь другие стороны, на другие аппараты. Но если есть промокоды, на Samsung очень часто на Тмоле много скидок, потому что на Али в основном покупают люди, которые разбираются в девайсах, и Samsung продавать довольно сложно, если это не флагманы. S21 и S21 Ultra с FE-шками улетают только в шум, а вот это вот позорное что-то, нечто посерединке, оно тяжело уходит. Так что смотрим телегу, вдруг на момент вашего просмотра, если вас этот телефон все еще заинтересовал, вы поймаете какую-то очень выгодную цену, и они там прям часто бывают. Резюмирую, внешне красивый, внутрянкой не дотянули даже до хорошего смарта за долларов 200-150 по мне. Если кто-то хочет сказать, что его нужно настраивать для качественной работы, то мой вердикт один. Для меня телефон должен работать хорошо прямо из коробки, без заморочек. Samsung Galaxy A32 показал себя не самым стабильным устройством в его ценовом сегменте, но если вам сильно приглянулся он внешне и вы фанат Samsung, что делать? Будьте готовы либо ждать обновлений, которые, может быть, его еще и обрушат. Я вспоминаю M32, который я сейчас тестирую. Так вот, обновление, которое мне пришло сегодня на него, и на него тоже будет обзор, я считаю, что убило камеру, вы увидите это желе. Надеюсь, что вы посмотрите обзор. Еще раз, моя миссия не хейтить. Я хожу с Samsung S21 и этому рад. Просто дешевые их аппараты, ультра дешевые, по мне, опять же. Но все субъективно. Возможно, вы фанаты и у вас своя правда. Пишите в комментариях, с чем вы, может быть, не согласны. Может быть, за эти почти $300 вы можете предложить что-то еще хуже, не из третьего эшелона. Я хуже не знаю. Девайсу однозначно от меня нет. Топ-10 смартфонов будет, он в него войдет, а от Samsung, разумеется, потому что мне кажется, что не найду я у них золотой смартфон, который стоит своих денег, если это не флагман, и если вы не работаете в Samsung, у вас нет 50% скидки на эти аппараты. Если у вас есть 50% скидки на этот смарт, он волшебный, кстати. В этом случае девайсу, да, вдруг вы работаете в Samsung. Подписываемся с колоколом, ставим лайк за труды, пишем в комментариях, что еще купить для обзора. Сегодня купил Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro за 65 тысяч и получается за 48, это без таможни. Китайские версии, скоро расскажу, кому интересно, где купил. Смотрим телегу, улыбаемся и машем, потому что я не знаю, что я с ними буду делать, я буду их солить. Я вряд ли их смогу на Авито продать, китайские-то версии. Но мне самому интересно, я думаю, вам тоже. Гонять буду по полной вместе с прожарками на лайв-канале. Спасибо за просмотр, ставим лайк за труды, пишем в комментариях, что еще купить. Добра и удачи вам, дорогие друзья!